иди там в КУЦ Коля и учись на повара и на сварщика. Твои дизайны одежды сделаны под наркотическими веществами? Я постоянно обдолбанный. Нет, 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 нет. А, Я оскорбил его смерти, на самом деле. Просто хотелось быть бизнесменом, ходить там, я не знаю, с папочкой, то есть ездить на дорогой машине, сидеть в офисе. А, Сегодня к нам пришел дизайнер, бизнесмен, ну и просто хороший парень, Артур Кронг. Поздоровайся. Всем здравствуйте. В общем, первый вопрос к тебе. Как вообще зародилась идея вот создавать свой бренд в таком городе, в Нарве? Ну, в таком маленьком городе достаточно тяжело, здесь нету моды в целом, в принципе. Мы создаем из того, что видим, передаем какую-то эстетику города, то есть серость какой-то. Очень вот у нас plain локации, то есть серость, темные всякие фасады, ну, постсоветское пространство, то есть тут очень тускло. И мы просто передаем это на нашей одежде, в нашей эстетике, вайбе, то есть а, я хочу просто создать рабочие места и платить людям зарплаты, потому что у нас в регионе большие упадки и нету рабочих мест. Вопрос такой, а вот в регионе мало рабочих мест, а вот критика точно должна быть. У нас много народу, кто русскоязычный, и я думаю, многим не нравятся дизайнеры, ну и вообще богатые люди. Ну да. Критика очень сильная в нашем регионе. Ну, просто потому что люди не привыкли дорого одеваться, стильно одеваться. У нас больше про то, что удобство и подешевле. То есть, когда человек видит футболку за 100 евро, за 300 евро, это для него дико, потому что он покупает ее за 20. То есть у нас про комфорт больше, про комфорт просто накинул, пошел, и потом ее постирал, и все, вот у тебя она пока не порвется. То есть ее занашивают, пока она не будет вся в дырках. А люди все-таки в более развитых странах и в Таллине хотя бы, они все-таки следят за модой, там есть куда расти. Ну, то есть это больше проблема Нарвы. Больше проблема, наверное. Хорошо. Что для тебя важнее, быть понятым или быть культовым? То есть, Ну, для меня быть понятым, но быть понятым через 10 лет тоже нормально. Культовость, мне кажется, это больше относится к музыкантам. Дизайнер он должен быть понятый. Его дизайн, его работа, когда он только начинал, многих не понимают, многие недооценивают то, что они передают, что они хотят передать, рассказать, показать. Ну, люди не ценят просто этого и не поддерживают их дизайнеров и не хотят с ними иметь ничего общего. ну, так же, как вот многих не понимают. Вот, Да, допустим, человек, который говорил то, что Земля круглая, его сожгли на костре. Это да, про тебя? да. Для меня земля круглая. Хорошо. Была ли вот вообще какая-то поддержка со стороны Эстонии с Нарвы, может быть, кто-то тебе помогал? Я знаю то, что вот у нас объекту не помогли, поэтому он закрылся сейчас. Хотелось бы узнать, какая-то вот поддержка со стороны вот правительства была. Пока что не было. Я думаю, в дальнейшем, в будущем планируется, конечно, мы хотим подавать всякие проекты, на проекты получать поддержку ТОИТУС там, от всех организаций, от ИВЕКа, от кассы по безработице. Они выделяют деньги, но это небольшие деньги. Больше у нас в нашем регионе поддерживается какая-то промышленная деятельность, то есть какие-то там сварщики, строители, какие-то большие заводы, которые просто хотят нанять людей побольше и загрузить их работой, чтобы они работали за копейку, за минималки. А творческую деятельность не поддержит у нас, ну, в целом. Она здесь не нужна. У нас только вот металлургия и какие-то тяжелые физические работы. Ну, завод как Фортека, например, Да, да. или который сейчас строится завод магнитов. Интересно, но то же самое в целом. То есть коробки, магниты, что-то сварить, там, приделать. То есть, ну, вот такое. Ручной труд. А умственный, тяжелый труд, как-то креативить, это у нас не поддерживается. Но в целом в Эстонии достаточно легко открыть бизнес, свое дело, и на начальных этапах это может поддерживаться, но тоже нужно заполнять всякие формы, проходить анкеты и так далее. Процесс довольно-таки энергозатратный, но Было получить ли можно. вот, ну вот хорошо, а вот были ли какие-то
Проблема, например, то, что вот ты из Нарвы, и в Таллине том же самом тебя куда-то не пускали, закрывали доступ из-за того, что ты русскоязычный, например. Нет, на самом деле, такого не было. Самая главная проблема — это, наверное, языковой барьер просто. В Таллине все-таки много эстоноговорящих людей, и приходится как-то либо на английском с ними, либо пытаться на своем эстонском, и то он не перфектный, то есть у меня нет такого большого словарного запаса эстонского. И мы обычно говорим на английском. Просто все ребята, с которыми я общаюсь, которые не говорят по-русски чисто, мы говорим обычно на английском, потому что так проще и мне, и им, и там все понимают. И вот как-то так. Нам никогда не отказывали то, что мы, типа, вот вы из Нарвы, там, мы какие-то второсортные, такого не было. Просто языковой барьер и все. Есть ли кумир? Вот тот человек, который тебя вдохновляет делать. Да, есть такой. Это, наверное, Раф Симмонс будет. Раф Симмонс, я вдохновлялся в начале бренда, перед тем, как его основать, я вдохновлялся Раф Симмонсом, его показами Riot. Очень мне нравится вот этот показ. Я прям его много раз пересматривал. Вот эти тусклые тона, какой-то меланхолия, это вот мне это нравится. Мейсон Марджелл, скорее всего, тоже, потому что он себя очень анонимно себя вел. Он не появлялся на публике, но его бренд вот до каких масштабов дорос. А, Хорошо. А из родных кого ты подметишь? Из родных, наверное, просто свою команду. Все в моей команде ребята трудятся хорошо, и они развивают свои навыки. Я очень рад, что в таком маленьком городе нашел людей, кто, ну, заинтересованы тоже как-то создавать креативити и так далее. Все как бы по-разному разошлись путям. То есть кто-то в моделями занимается, кто-то картинкой, кто-то там видеографикой, веб-сайтом. То есть и каждый развивается там, где он хочет, и потом это можно добавлять в портфолио и так далее. То есть это потом поможет, этот опыт. Ну, а из родных в плане родителей тебя поддерживают вообще в этом? Да, Потому конечно. что, ну, дизайн, мало кто хочет, чтобы дети пошли в дизайн, либо в видеоблогинг. Для них это как-то второй сорт работ. Ну да, вот это как раз таки потому, что наш регион более такой промышленный. Да, это непопулярно вообще непопулярное действие. То есть иди там в КЦ-коле и учись на повара и на сварщика. Ну, не считается дизайнер, и художник, дизайнер, музыкант не считается профессией у нас. У нас делать что-то головой, что-то рисовать, сидеть в чистом помещении, это вообще не принято. У нас это, ну, просто не популярно. А было ли мысли, то, что все, я перегорел, у меня больше нет сил заниматься этим, у меня нету сил содержать команду, например? Было ли М, такое? Было, конечно, было. Даже сейчас на нашем очень начальном этапе я уже прошел очень много таких трудностей и командных, и экономических, и так далее. У нас были вещи плохого качества, были разногласия в команде, были конфликты, была нехватка бюджетов. Но как-то, если с трезвой головой это все оценивать, и все проблемы решаются. Действительно, все проблемы решаются, и нужно просто разговаривать с людьми, брать их, как бы брать во внимание все их проблемы, это прорабатывать. И если ты прорабатываешь эти кейсы, то всем становится лучше. У нас достаточно такая рабочая обстановка, дружелюбная, дружеская. И я не хочу сейчас закрывать бренд и вообще даже об этом не задумываюсь. Хорошо, а вот откуда вообще весь вот этот бренд, вся одежда идет к тебе? Начинали мы с пакистанских производителей, мануфактуры в Пакистане. Просто у них было дешевле, и они могли сделать объемы меньше. Это очень важно, потому что мы не можем делать одну, две, три футболки. Нам нужно, ну, партия 30, 50 штук, 100. Сейчас мы вышли на Китай, потому что в Пакистане очень низкое качество. Очень низкое качество, конечно же, низкие цены, но я хочу давать людям хороший продукт, качественный, дорогой продукт, чтобы они могли себя как бы соединять с модным миром и не особо дорого, а, понимать нашу эстетику, чтобы все люди со всех слоев общества могли носить наши вещи.
Мы делаем максимально адекватные цены. Ам, И китайские наши партнеры помогают с этим. Сейчас у нас, например, новая футболка, наша новая коллекция, она из 100% хлопка, 240 GSM плотность, то есть на квадратный метр ткани. ОЭКО Tex 100 стандарты, то есть все ткани проверяются на, ну, то, что она не вредна коже и так далее, то, что все можно носить. Потом BSCI — это то, что мы за то, чтобы работники получали, ну, правильную зарплату, равноправную, то, что Мгм. чтобы они работали столько время, сколько адекватно можно работать, и не было детского труда. Это очень большая проблема в Китае, но мы работаем с компаниями только те, которые сертифицированы, то, что у них нету детского лабора, то есть Но это было бы дешевле намного. это было бы дешевле, но это не этически неприятно, просто то, что, ну, дети работают. Сейчас это очень сильно запрещается в Китае. Очень сильно запрещается и штрафуется. Ну, также, например, хлопок, он защищен, там нету пестицидов и всяких животного происхождения, там нету объектов, и поэтому все как бы экологически чисто и sustainable. Я пытаюсь производить качество максимальное, которое я могу дать людям за ту цену, которую они платят, с учетом того, то, что я еще плачу зарплаты, налоги и прочие расходы у нас есть, вот, то, ну, это самая адекватная цена, которую я могу дать. У нас нету оверпрайса. Я знаю, что у тебя вышла новая коллекция, сейчас Comparison Destroy Personality, Мгм. сколько я знаю. И все вот вообще у тебя одежда, весь бренд более в черных цветах, то есть более такой меланхоличный, я бы так сказал. Вот какой посыл несет твоя последняя, вот выпуск твой последний? Я могу сказать то, что какую-то, скорее всего, то есть боль, то, что мы переживаем, когда мы сравниваем друг друга. То есть, например, там идет смысл в том, то, что ты как бы как ребенок, то есть ты растешь и постоянно сравнивая себя с другими, чаще всего с людьми старше тебя, и то есть эта коллекция вот об этом. То, что если ты будешь сравнивать себя с другими, ам, ты постепенно будешь забывать себя настоящего, то есть вот свою вот эту энергетику, душу и так далее. И то есть ты будешь просто подражать, будешь копией тех людей, за которыми ты повторяешь, и потеряешь свой идентитет. То есть просто будешь еще одной копией. Вот эта коллекция об этом. То есть ты больше про то, что надо творить все самому и придумывать свое. Ну да, по большей части. А какие вот советы ты дал бы начинающим дизайнерам, может, и начинающим бизнесменам? Я бы посоветовал просто начинать, Мгм. никого не ждать, потому что никто тебе не даст зеленый свет. Ты а, сам должен начинать, пробовать, ошибаться, может быть, где-то выигрывать, потому что есть взлеты и падения. Я тоже это испытывал в начале. У меня тоже были мысли, как бы, нет, я сейчас все брошу, то есть это потом какая-то случалась ситуация, и я опять хотел продолжать. То есть вот такие есть качели достаточно эмоциональные. Ам, Если как бы ментально ты можешь выдерживать эти перегрузки постоянные, то начинай дело спокойно. Попробуй себя, начни что-то, то, что тебе нравится. Например, как-то из твоего, например, твое хобби, например, может перерасти в бизнес. Просто начинать и делать, и смотреть, как оно получится. Получится, не получится, ну, вот такая жизнь. Вопрос такой. э, Есть у тебя тот, кто тебя вдохновляет? Может, твоя муза? Может, твоя девушка? Может, родители? Может, тебе команда помогает? Какой-то человек, который тебя постоянно вдохновляет творить? Да, девушка меня очень сильно поддерживает. Можно сказать, то, что она моя муза. Э, Меня вдохновляет она на создание коллекции, на то, чтобы у меня было все коммерчески успешно. Вот как раз было бы интересно, может, какие-то коллаборации нас ждут? Может, что-то такое ты готовишь? Ну, конечно же, коллаборации будут и большие, и маленькие. А, Сейчас мы работаем плотно с Эриком Сведенко. Его бренд Свир. Он занимается переработкой
как бы одежды, дает вторую жизнь, достаточно такой эко-френдли проект. Я это очень сильно поддерживаю сейчас. То есть экология — это важный сейчас аспект нашей жизни. Мы начали о ней больше задумываться. И Эрик достаточно делает трендовые вещи и очень стильно, и он шьет их сам. Вот это самое главное, то, что он делает. У меня на самом деле много друзей музыкантов есть. В последнее время Кол ВД делает просто очень суперские вещи. Вот новый трек, а, его клип. Мне очень нравится подача. Это. Надеюсь, у этого парня все получится в дальнейшем. Я знаю то, что у тебя уже есть команда, по-моему, человек 8, если не ошибаюсь. Да, И ты им платишь, конечно же. да. Вообще тяжело с командой работать? С командой, да, очень. А, То есть собрать людей. Люди как бы взрослые, но одновременно и собирать их очень тяжело. У всех есть учеба, работа, я не знаю, там надо заняться машиной, там что-то поменять, да, какие-то есть личные у них переживания, например. Собрать команду вместе — это очень большой, очень энергозатратный процесс. Ам, Но я считаю то, что сейчас у нас актуальный состав команды очень сильный, и потенциально может развиваться дальше и показывать рост только вверх. А, Я очень рад за свою команду, за своих ребят, и всячески пытаюсь их поддерживать, подбадривать, не только как бы материально, но и как бы ментально, давая советы и давая им больше поля для развития своих личностных навыков, потому что бренд одежды — это такая хорошая почва для того, чтобы поступить в какие-то престижные вузы, университеты, и связать свою жизнь дальше с творчеством. Были какие-то вот у тебя мысли на то, что у тебя бренд — это больше все-таки как способ заработка? Или ты считаешь, что это твое вот хобби? То, чем ты живешь? Наверное, это больше как хобби. Вообще создание бренда — это была детская мечта изначально. Даже не то чтобы создание бренда, а в целом быть бизнесменом. Это такая достаточно большая детская мечта. Всегда хотелось начать. И я понял то, что я себя вижу в творчестве, хочу развиваться в творчестве дальше, и поэтому, то есть, начал развивать этот бренд одежды. А, Я могу делать то, что мне интересно, постоянно, постоянно, и особо не, как бы не затрачивая на это энергии. То есть, потому что когда у тебя есть дело, то дело, которое тебе нравится, а если ты будешь его делать, у тебя в итоге получается хороший результат, и тебе от этого неплохо, то, что ты вот делаешь то, что тебе нравится. А, И в целом, да, это мое хобби, и хороший источник заработка. Во всех командах и во всех брендах есть взлеты и падения. Какой твой самый главный взлет и самое главное падение? М, Наверное, ну вот открытие бренда — это пока что очень сильный взлет был. Самый наш сильный взлет, потому что наша футболка, которая называлась «Грустный мальчик», она дала, ну, очень сильный коммерческий успех. Это до сих пор по сей день остается нашим бестселлером. Эта футболка, она, ну, произвела какой-то, не знаю, фурор, может быть, как бы в фэшн-индустрии на нашей локальной сцене. И это был наш самый большой взлет. Наше падение, наверное, самое большое — это ам, когда мы не смогли продать коллекцию. У нас были проблемы с этим. То, что дизайн, который мы сделали, вообще никому не понравился. И вещи просто лежали на складе. Это принесло нам большие убытки. Большие убытки. Но со временем мы с этим справились и вылезли из этого огромного минуса. Как все вообще началось? Из-за чего ты решил то, что вот бренд нужен? Ты просто воля души или что? Ну, это детская мечта. Я просто закрыл свой детский гештальт. А,
Просто хотелось быть бизнесменом, ходить там, я не знаю, с папочкой, то есть ездить на дорогой машине, сидеть в офисе. Ну, теперь я не работаю с 9 до 5 по расписанию, а теперь я делаю это со стилем. Работаю также с 9 до 5, но делаю со стилем это. То есть сделать что-то большее. То есть такая есть у меня, не знаю, энергетика от бренда, то, что как будто я делаю что-то большее. Не хочется его закрыть. Что бы ни было с ним, но закрывать его вообще не хочется. Как будто это частичка моей души. То есть все, что я делаю, это прямо профессионально меня отражает. Я знаю то, что у тебя на упаковках от одежды были надписи по типу э, ну, вот эта одежда создавалась при ядовитых красках, при ядовитых парах красок. То есть это было вообще? Или Нет, это просто как нет. бы шутка? Это была шутка. А, Мы такого, мы такого не писали на упаковках никогда. Ам, Это был такой как бы стёб над модной индустрией. Не все, правда, поняли это. Ну, и, в принципе, неудивительно, у нас очень промышленный регион, и я понимаю то, что это может показаться очень странным. И вопрос плюс-минус чисто напрямую тебе, как к личности, что бы ты никогда не напечатал на своей футболке, даже ради хайпа, то есть. Я бы не напечатал, наверное, оскорбления а, какого-то единую личность какого-то, то есть там, не знаю, ты хочешь напечатать, например, имя, фамилию своего друга, там, и написать какую-то про него оскорбительную фразу. Я бы такого никогда не сделал. Ам, Это, ну, я не считаю это нормальным. То есть вот именно такого рода оскорбления я бы не напечатал это, Только это? да. Хорошо. Все остальное можно. Где ты себя больше чувствуешь чужим? В Нарве или в индустрии моды? Я чувствую себя чужим в Нарве. Это очень маленький, очень тусклый постсоветский город. Здесь мрачно, здесь много депрессивных людей, много, я не знаю, людьми с зависимостями, с наркотическими чаще всего. И тут просто нечего делать. Скучно, нету рабочих мест, и просто как бы время уходит, и ты его зря теряешь. Родился, получил образование и уехал в столицу. Так делают большинство людей, и я также. Сам ты употребляешь? Нет, Ничего. ничего. Ну, теперь Только кофе. хорошо. А, Вопрос такой, ты бы, если бы у тебя был большой бизнес, ты бы нанимал людей побольше? Ты бы хотел дать, вот в Нарве, может, создать свой бренд? То есть, чтобы тут помочь и доверимо побольше рабочих мест взять? Да. Я бы хотел подать проект такого рода. Я бы построил какое-то, то есть здание, например, то же самое складское здание, и все-таки дал людям возможность зарабатывать деньги. Потому что я считаю, это мой долг дать для региона рабочие места. И я сделаю, то есть try my best, чтобы дать им рабочие места. Знаю то, что ты сейчас учишься в гимназии, в Нарской. Как тебе учеба вообще? Помогают ли тебе учителя продвинуть свой бренд? Ну, учеба здесь дается трудно, нагрузки большие. Учителя, ну, особо нет, особо не поддерживают, просто пытаются не мешать чаще всего. Ам, Я делал сейчас исследовательскую работу по той же самой теме одноименной, как бы про развитие бренда, и мне помогал мой учитель искусства. Вадим Марков. Он также занимается журналом «Нарвамус» и занимается творческой деятельностью в регионе также. А, Помогает, но не сильно. А, Как бы я здесь просто, по сути, доучиваю свои годы, и в дальнейшем хочу поступать в ЭКУ, в СТ Академию, и там уже начать действительно развитие как дизайнер. А Вадим Марков какие тебе советы давал?
Ам, Он дал мне советы, куда можно уехать учиться за границу, ам, как, с какими людьми мне нужно связаться и как, в принципе, вести бренд, как вести картинку, как снимать и так далее. А в ЭКУ ты хочешь, потому что... Почему вообще? Вот почему ты выбрал эстонский вуз, а не какой-то заграничный? Это тебе Вадим Марков даже говорил, то, что есть возможности. Я боюсь то, что если поступлю за границу, то могу, ну, тотально потерять весь бренд. Вся команда может разойтись, и, в принципе, может потеряться вся активность в инфополе, в социальных сетях вокруг бренда. Если я поступлю в эстонский университет, то я хотя бы буду ближе. Ближе все равно буду здесь находиться, но также знаю то, что у них есть очень много командировок в другие страны, но я все равно буду в Эстонии большую часть своего времени находиться. Ты не думал, то, что твои работники уедут, а ты останешься в Эстонии? Ну, я точно знаю то, что несколько людей уедут, но вся команда не будет распадаться, вся команда точно будет еще время есть, и команда будет оставаться в Эстонии. Основная часть точно, совет директоров точно будет оставаться в Эстонии. Ты вообще команду хочешь продвигать еще больше сделать? Или вот эти вот люди, которые у тебя 8 человек, так и останутся? Да, конечно, хотел бы развивать команду. Да, развивать команду, искать профессионалов в своем деле. У кого есть реальные кейсы, у кого есть подтверждение, ну, слов, которые, да, они могут сказать. И нужно платить им конкурентоспособную зарплату. Это такой самый сложный этап сейчас, на данный момент. Но да, я буду своих ребят постоянно поддерживать. Те, кто действительно останутся и продолжат свою творческую деятельность со мной в дальнейшем, у них будут только плюсы. Но я думаю, зарплата зависит от покупок. Да, действительно. И вопрос такой, были ли какие-то ну, вот стрёмные работы, которые ты делал? Вот какая работа тебе не нравится, например, что у вас есть или что у вас было? В бренде. В бренде, да. В бренде мне не понравились некоторые постеры у нас были. У нас были фотошуты, некоторые очень странные. Но, как видишь, мы их не выкладываем просто. Они не появляются в социальных сетях вообще. То есть, если они не прошли как бы наш контроль качества, то они и не выйдут в социальной сети. И, например, мы отфоткали этот фотошут и поняли то, что вообще он не получился, мы просто все удалим, и его не будет. И сделаем что-то новое. А контроль качества для тебя что? Там свет или что? Ну, свет, тени. Такие основные просто. Например, если мы делаем фотки, то, ну, основные самые параметры, то есть как свет, как модель выглядит, как наш продукт выглядит в кадре. Например, какую мы можем с этим сделать графику, какой можем сделать постер с этим. Разные позы. То есть вот такой материал. Видео то же самое, да, чтобы видео плавное было, там, из него можно было что-то склеить. Чтобы контент был красивый, приятный глазу, четкий, и он нравился людям, самое главное. А модели у вас кто? Вот я знаю, то, что у вас кто-то популярный был из моделей. У нас было много моделей, даже не знаю. Самый популярный, наверное, Андрей Михайлов. Это парень из Таллина. Он такой, можно сказать, фэшн-инфлюенсер. Я его часто вижу на неделе моды в Таллине, и в Риге он часто бывает. Такой, его в Таллине знают ребята, кто следит за таллинской фэшн-сценой. Он достаточно такой узнаваемый. Последняя работа у нас была с девочкой Агнес из Тальтечи. Но в целом у нас постоянно происходит ротация моделей, и кого-то четко я не могу выделить. Но из моделей... Я слышал, то, что у вас какая-то модель, которая за границей работала. Не было такого? Кем? За границей. А,
За границей, да. Была одна модель у нас, была Таисия Моренко. Ам, Девочка, на самом деле, она состояла или состоит до сих пор, точно не знаю, в Векторе. У нас с ней был первый фотошут, и он был достаточно успешный. Он был на студии с хорошим светом. Это была наша первая коллекция, это был наш такой стартовый, как бы, стартовая точка, с которой мы начали в дальнейшем работать. И Первая коллекция, это, напомню, это футболка «Грустные мальчики», розовая кофта, лого Pink Hoodie, она просто называлась у нас, и кофта Пунани черная. Это была первая коллекция, да. И вот мы как раз ее фоткали в этих 3 вещах, в разных сетах. А, И это дало нам очень хороший старт, отправную точку. отправная точка была в Нарве. То есть для тебя Нарва это, в общем, старт или это тупик? Поначалу был старт, потом я понял то, что здесь некуда больше идти, это полноценный тупик, да. Нету вариантов для развития. Творческому человеку тут нету места здесь. Здесь только индустриальность и промышленность как бы ценится. Творческие люди здесь не нужны. Но не думал то, что ты будешь первым человеком, который поможет. Ну, здесь очень маленькие зарплаты, очень мало денег в регионе здесь для нашей именно специальности, профессии. Я себя здесь не вижу. Не хочу. Я, может быть, открою здесь в дальнейшем склад и создам этим рабочие места, но сам находиться я здесь не хочу. Хотелось больше в Таллин, либо Конечно. в другую. Да-да-да, в Таллин, потому что Таллин, он тоже как... Эстония сама по себе маленькая страна, и Таллин как такой хаб, как, не знаю, порт дает доступ как бы ко всем странам мира, по сути. Хотел бы в другой какой-то стране, в другой Да? столице, например. В Париж, например. Ну, Париж, потому что это как бы Париж — это столица моды. Но там и еще будет. Там очень много брендов, тех же самых, да, и у меня еще нет имени, чтобы там начинать хотя бы что-то делать. Но в Париже я хотел бы пока оказаться в Париже. Помогал ли тебе папа? Вот у тебя папа, насколько я знаю, он бизнесмен, и еще в депутаты хотел в Усть-Нарву. Помогал ли он тебе? Какие-то, может, советы давал? Потому что, ну, наверное, больше знает о бренде, о брендинге тоже. Ну да, он достаточно крупный и успешный бизнесмен у нас в регионе. И я получал, на начальных этапах я получал как и финансовую поддержку, так и советы, как вести бизнес. И по сей день мы часто общаемся и обсуждаем рабочие процессы, как сделать лучше то, как сделать лучше это. Действительно помогает, да. Надо делиться опытом всегда. И неважно, родня ты, не родня, но всегда, когда меня ребята спрашивают, как сделать то, как сделать это лучше, я всегда поделюсь. Потому что это важно, это очень сильно ценится. Честность. Я очень сильно ценю честность, и поэтому никогда не откажу в помощи ребятам. В чем сила? Сила в правде. Кого ты ценишь больше всего в жизни? Маму. Какая твоя мечта? М, Иметь много денег. Веришь ли ты в Бога? Я верю в то, что что-то сверху есть над нами, какая-то сила, но сам я атеист. Продал бы ты близкого человека за деньги? Нет. Кого я должен позвать следующим на интервью? Я думаю, надо позвать Катри Райк, потому что надо с ней обсудить сейчас состояние региона, состояние с рабочими местами и куда же деть творческих ребят в нашем регионе. Какой бы ты вопрос хотел задать? Я задам на следующем подкасте. Почему так мало мест, где творческие ребята могут проявить себя? Хорошо. Спасибо, что пришел. И тебе спасибо.